Космос полон тайн, от величественных катастрофических событий до крошечных аномалий, которые до сих пор остаются без объяснения. Стоит лишь поднять взгляд к звездному небу, и привычная россыпь огней превращается в бесконечный архив историй. Одни миры уже давно угасли, другие только зарождаются. Каждая звезда – это глава в этой вселенской книге, написанная языком света и времени. И среди этих глав особенно выделяется странное и завораживающее явление – звезда Фомальгаут, окруженная газопылевым диском, получившим прозвище Око Саурона, которое приглядывает за вами. Его облик действительно напоминает тот самый пылающий глаз из легенд Толкина, но созданный не воображением человека, а самой Вселенной, равнодушной и величественной. Фомальгаут – яркая звезда главной последовательности спектрального класса А3 в созвездии Южной Рыбы, расположенная примерно в 25 световых лет от Земли. И тем не менее ее свет доходит до нас напрямую, создавая иллюзию близости и яркости, что делает ее заметной даже в городских условиях. История наблюдения Фомальгаута насчитывает тысячи лет. Ее замечали арабы, персы и китайцы, а в Персии около 2500 лет до нашей эры она играла важную роль в сомнительных ритуалах и считалась одной из 4 королевских звезд. Фомальгаут относительно молодая звезда. Ее возраст оценивается в 300 миллионов лет, а предполагаемая жизнь на главной последовательности составляет около миллиарда лет. Масса звезды в 2,3 раза больше солнечной, светимость превышает солнечную в 17 раз, а радиус почти в 2 раза больше Солнца. Температура на поверхности достигает 8220 градусов по Цельсию, что делает ее бело-голубой, яркой и заметной даже на фоне других звезд. Звезда входит в состав широкой тройной системы. Ее ближайший компаньон ТW Южной Рыбы Фомальгаут-B, находящийся почти на световой год от нее. Третья звезда – красный карлик LP87610 Фомальгаут-C, расположенный на расстоянии 2,5 световых лет и обладающий собственным кометным поясом. Эти звезды движутся по небу синхронно, и считается, что они могли произойти из одного звездного скопления. Но, как вы уже догадались, особый интерес представляет гигантский пылевой и газовый диск вокруг Фомальгаута, известный как Око Саурона. Он протянулся на расстоянии, сравнимые с границами пояса Койпера в нашей системе, с внутренней границей на 133 астрономических единиц и шириной около 25 астрономических единиц, наклоненным под углом 24 градуса. Диск испускает инфракрасное излучение и считается протопланетным. Эта структура позволяет наблюдать процессы, аналогичные тем, что происходили вокруг нашего Солнца миллиарды лет назад. Здесь сталкиваются и слипаются как школьники частицы пыли, формируя крупицы материи, которые постепенно превращаются в астероиды, кометы, планеты Земали и будущие планеты. Разрывы и пустоты в диске – следы этого космического строительства, где протопланеты, еще не завершившие свое формирование, скапливают материю и оставляют за собой чистые полосы, подобно объектам в кольцах Сатурна. На основе анализа пылевого диска было выдвинуто предположение о существовании планеты Фомальгаут-B. Позднее телескоп Хаббл зафиксировал объект, который сначала приняли за полноценную экзопланету. Позднее выяснилось, что это скорее эпичный взрыв после гигантского столкновения двух протопланет или планеты Земали, аналогичного гипотезе о столкновении молодой Земли с протопланетой Тея. Такие события наглядно демонстрируют динамику рождения и разрушения в системе. Не каждый зародыш планеты становится полноценным миром, и многие объекты исчезают или рассеиваются, оставляя после себя лишь след разрушения. Система является прямым отражением процессов, которые миллиарды лет назад происходили и вокруг нашего Солнца. Подобные диски – это колыбели звездных систем. Взгляд на Око Саурона – это взгляд в ту эпоху, когда Земли еще не было. Юпитер только лепил своих спутников, а Сатурн применял первые кольца.
Особую роль в этой системе играют гравитационные взаимодействия. Если массивные тела проходят внутри диска, они могут изгибать его форму, создавая асимметрию. И именно поэтому око Саурона кажется слегка вытянутым, а не идеально круглым. Вероятнее всего, в этой системе уже скрываются гигантские планеты, сопоставимые с Юпитером, которые еще не удалось напрямую увидеть. Но их присутствие выдает только поведение диска, словно мы наблюдаем тень невидимых архитекторов. Судьба каждого такого зародыша определяется конкуренцией. Протопланеты словно борются за выживание. У кого масса больше, тот быстрее захватывает газ и пыль, обрекая своих соседей на голод. Иногда это противостояние заканчивается катастрофой. В случае столкновения двух крупных тел рождается гигантский выброс пыли, который мы и можем наблюдать, как это было с загадочным объектом Фомальгаут-Б. Он сначала казался полноценной планетой, но со временем рассеялся, оставив после себя лишь след разрушения. Это наглядное напоминание. Не каждый зачаток планеты становится полноценным миром. Но уже сегодня видно, что конечный рисунок системы будет во многом зависеть от роли гигантов. Если они сформируются ближе к звезде, то могут вытеснить пыль на окраине и оставить внутреннюю часть системы пустой. Если же они окажутся на периферии, как Нептун и Уран, то наоборот, создадут барьеры, за которыми начнется формирование ледяных миров. И здесь снова возникает параллель с нашей Солнечной системой. Юпитер не только стал главным защитником Земли, но и создал границы между внутренними каменистыми планетами и внешними ледяными гигантами. Его гравитация навсегда изменила судьбу системы. Возможно, во Фомальгауте уже сейчас существует аналог такого стража, который уже сейчас формирует будущее равновесие. Процесс идет миллионы лет. Внутренние области диска, где температура выше, дают рождение каменистым планетам, аналогам Земли, Венеры и Марса. Здесь испаряется лед. Остаются лишь тяжелые элементы, способные выдержать жар. Внешние же зоны, холодные и богатые льдом, становятся родиной газовых гигантов. Их ядра формируются из каменных и ледяных комков, а затем они быстро наращивают огромные оболочки из водорода и гелия. Так рождаются миры наподобие Юпитера и Сатурна. В это же время внутри диска формируются кольцевые структуры. Гравитация растущих планет расчищает им путь, создавая пустоты. Эти проблемы мы видим во взгляде Фомальгаута. Они похожи на следы гигантских пылесосов, выметающих все на своем пути. Каждый разрыв в диске – это знак присутствия чего-то крупного, пусть и пока невидимого. Но если кому-то кажется, что система Фомальгаут – это почти готовая система для счастливой жизни, то боюсь, что для вас плохие новости. Если бы вместо нашего Солнца вдруг оказался Фомальгаут, мир изменился бы до неузнаваемости. Эта звезда почти в 2 раза тяжелее и больше Солнца, и светит примерно в 17 раз ярче. А потому Земля сразу превратилась бы в гигантский котел, температура поднялась бы выше 200 градусов тепла, океаны вскипели бы, атмосфера бы наполнилась паром и стала плотной, страшнее финской бани. Человек в таких условиях парился бы недолго, а солнцезащитный крем от 17 солнца еще не создан. Это как зонтик против огнемета. Чтобы у Земли были относительно нормальные условия, ее пришлось бы оттащить буксирами в 4 раза дальше, туда, в зону пояса астероидов. Там жар уже приемлемый. Если бы человек оказался на такой правильной Земле, он бы не сварился мгновенно, но все равно чувствовал бы себя некомфортно. Днем небо было бы не голубым, а белым, как лист бумаги, залитый ослепительным светом. Солнце больше похоже на гигантский прожектор или тысячи сварочных ламп одновременно. Даже в тени не спастись. И снова беда для человека. Ультрафиолет такой мощный, что человек будет подвержен смертельному облучению. Нужен всего-то свинцовый костюм и асбестовые перчатки для всей семьи. Темного неба почти нет, оно все время светлое, как сейчас днем. Звезды мы бы почти не видели, потому что яркий белый свет Фомальгаута даже после заката оставляет атмосферу раскаленной. И вот после всех этих мрачных картин становится особенно ясно, какое счастье, что нам досталось именно Солнце. Наша звезда светит ровно, мягко и в меру, позволяя морям не кипеть,
а траве расти зеленой. Оно не выжигает нас насмерть своим ультрафиолетом, благодаря Солнцу у нас есть голубое небо, золотые закаты, мягкие тени и миллиарды лет спокойного времени, чтобы жизнь могла появиться, вырасти и размышлять о таких фантазиях. А пока Фомальгаут остается не только яркой звездой на ночном небе, но и окном в прошлое. Наблюдая ее око Саурона, мы видим хронику рождения планет, колец и целых миров, изучая процессы, которые формируют планетные системы, и понимаем, как природа постепенно создает порядок из хаоса. Эта звезда, ее окружение и тройная система компаньонов продолжает быть объектом исследований и источником вдохновения для астрономов и всех, кто смотрит на ночное небо, напоминая о том, что каждый светлый огонек – это целая история Вселенной.